Всем привет, меня зовут Slotus. В начале 2022 года я увлекся Hot Wheels, стал коллекционировать модели, охотиться на них и вести YouTube канал, посвященный охоте на Hot Wheels. Одна из моих рубрик — обзоры мега-коллекций других коллекционеров. В этом видео вас ждет DJM-модели, дорогие и редкие модели. Также, если тебе нравятся такие видео и ты хочешь больше обзоров, то теперь меня можно поддержать на Бусти. Также на Бусти выйдет дополнительный материал со съемок. Приятного просмотра! Сегодня мы у Руслана и будем смотреть его коллекцию. Здравствуйте, меня зовут Руслан. Собираю я коллекцию Hot Wheels, ну и не только Hot Wheels. Уже перешел немного на модели TrueScale. История моя началась с 2016 года, прямо в Новый год. Получилось так, что, я думаю, моя история достаточно банальна будет. Когда человек в возрасте, у него есть семья, есть дети, ты покупаешь машинку ребенку. Ну и также случилось у меня, что я купил в 2016 году ребенку десяток этих машинок Hot Wheels. Тогда я не придал особо значения им. Игрушка как бы своего рода. Ну и все, подарил ребенку. Ну и сидели как-то с ним, играли. И взял я эту машинку в руки, и что-то она мне залипло в руках. И я понял, что машинка-то вполне неплохая, в принципе. И решил собирать. И вот с 2016 года я вот как сумасшедший просто начал скупать пачками. Приходил в магазин, набирал полные тележки этого Hot Wheels. Сидел как ребенок, радовался. Собственно, вот к этому всему пришли. Что, попозже посмотрим всю коллекцию вблизи. Ты помнишь, какая была именно та первая машинка, которую ты держал? Первые машинки, дай бог памяти, они у меня даже, наверное, где-то в коллекции тут сохранились. Вот за тобой вот есть черный Skyline 2000, который... Я вот продал. Да, какой-то из них, я сейчас точно не помню. Они разные, потому что один с каркасом, другой без. Вот. Чуть выше Honda Civic бирюзовая, вон та вот. Да, которая купешка. И где-то, может быть, еще что-то стоит. Был десяток машинок, я сейчас точно не помню, какие. Из них вот две вот этих точно были. Кстати, еще вспомнил, вот он, еще из одних. Вот это. Ford Mustang получается. Вот этот. Ой, не Mustang, а GT-ушка вот это. Вот, смотри, я вот прям вижу твою коллекцию, вот у тебя просто классическая коллекция, когда купил одну модель, и все, и пошло, и типа оп, и собрал всю, короче, прикольно. Как-то так, Я, кстати, из-за этого, я так чисто себе чуть расскажу, из-за этого, допустим, очень долгое время специально избегал Matchbox, потому что типа понимал, что это, знаешь, одну стоит взять, и все, и пойдет. Так случилось. Не, я матчбоксы покупал не так давно, может, там год-два назад, наверное. Я их сначала в руках вертел, купил парочку и, понял, что, наверное, не мое. Все-таки Hot Wheels мне как-то больше привлек, чем матчбокс. Не знаю, они как-то выбивались из общей массы, понимаешь? Я не люблю хаоса в коллекции. То есть, когда... Модели разные, хоть и несмотря на то, что масштаб может соответствовать, но на полке я люблю, когда все-таки вот есть один бренд, одна модель, не модель, а одна фирма, и вот ты гонишь и собираешь ее. Поэтому у меня даже TrueScale стоят вообще абсолютно отдельно, чтобы вот не было вот этой мешанины. Ой, Ниссанов здесь столько, ребята. Да. По возможности сейчас я вам все это подсниму отдельно. GDM это вот моя именно вот такая... Мое направление, можно сказать, именно GDM. Конечно, изначально вообще, когда я начал собирать, мне и маслкары очень нравились. У меня они отдельно стоят. То есть это вот комната такая, лухари, так сказать. В коридоре у меня машинки другого плана. Там Америка, немцы и все такое прочее. Тут в основном все японцы. У меня тут даже есть реплики. То есть некоторые модели, которые стоят просто как чугунный мост. И я... для себя решил, что нет, это как бы перебор уже. Я сделал просто реплики. STX Datsun, конвенция Datsun, конвенция Datsun. Он далеко как бы не похож на тот, что в оригинале. Нет, это не конвенция, подожди, это Мистерий. Мистерий, вот, ошибся. Вот конвенция. То есть из конвенции, получается, я сделал раз-два, STX, конвенция. Это все вот. О, нет, ты что, они стоят как крыло от самолета. А вот эти копии не делал? Нет, не делал. Это надо краску ехать подбирать. Понимаешь, если делать копию машинки, то это надо искать еще и колеса, чтобы они были соответствующие.
А тут я таких даже Ну колес, да. наверное, не найду. Я вот на эти нашел, то есть поэтому я сделал без проблем. И декали нашел, все это вот. А колеса где ты подбираешь? Колеса я покупаю с Индонезии или Малайзии, Мгм. заказываю. То есть у меня есть определенный там свой человек. Мгм. Я пару раз даже делал заказы такие крупные, масштабные. То есть мне ребята составлял список, и мы на заказ просто привозили. Я себе привозил кучу, ну и на продажу ребятам. То есть поэтому так получалось, что... Так, ну что, давай по вопросикам пройдемся. Какую модель ты считаешь самой редкой в своей коллекции? Самой редкой, ну, если рассматривать это из према, РЛК или мейна, или Всего. Вот, вообще из коллекции. всего, Да, из коллекции. слушай, ну, наверное, тогда это будет РЛК, я так думаю. Nissan Queen, да, стопудов? Ну, Или Nissan это, конечно, одна из моих любимых моделей, но я считаю, что это будет Mustang Boss 302. Это, кстати, моя самая первая РЛК, которая вообще у меня появилась. И как появился? Ну, где взял, что? Ну, также ВКонтакте с единомышленниками переписывался, нашел людей, кто заказы делает с eBay того же самого. Вот, и я тогда, не знаю, какая мне моча в голову ударила. Надо взять, да? Да, я просто очень долго, я когда первый раз увидел вообще фотографии в интернете на просторах, что есть такая модель, меня просто, знаешь, затрясло, я думаю, блин, хочу просто, вот она мне так запала. И я вот просто взял, списался, заказал через этого человека. Спасибо ему, правда, конечно, наверное, давно она сейчас не занимается этим. Но, тем не менее, он мне помог привезти эту модель и некоторые еще другие модели привез. Прикольно. Есть ли какая-то машинка, которую ты ищешь давно и все никак не можешь найти? Слушай, ну таких машинок нету. Ну, в плане то, чтобы нету. То есть они есть, но они могут стоить просто неподъемных каких-то денег, и мне просто жаба душит, мне жалко ее покупать. Это вот на примере того, что когда я хотел себе конвенционный Datsun вагон, Ты его сделал сам. я его просто взял сам сделал. Ну, извини, платить за него 500 баксов, ну, Ну, это да. вообще, это, ну, ни в какие рамки не лезет, А поэтому... Ешка у тебя есть? Кто? Аешка. Аешки, конечно. Toyota АЕ, вон они стоят у меня выше. А есть, которые стоят типа 30 тысяч рублей? Слушай. Ну, по комиксу, которые сделаны. Не, такой нет. Это которая Indial Day, вот это что ли, из гонок? Ну да, из Нет, аниме. нет. А не делал? Ну, у меня были как бы мысли сделать, но потом что-то как-то пока еще не дошли руки до них. Будешь делать, мне тоже сделать. Ладно, хорошо. Единственное, я, конечно, заморочусь, типа, Мгм. вот я как раз там на днях снимал ролик, там говорит, что он типа отправит мне на обзор, я смотрю, а потом ее типа разыгрываю, короче. Мгм. Суть в том, что он сделал тачку, и он заморочился, он типа сделал к ней карту. Ну да, есть Вот. такие, я видел, ребята делают карты, я даже с ними списывался, хотел тоже себе что-то такое сделать, потом думаю, да зачем, если я в картах не храню Ну модель? да, тебе нет, вот, Да, но мне нет. если бы, допустим, у тебя была Ешка, Ну я бы да. заморочился, вот, сделал бы Да. чистую копию, короче. У меня, помню, один товарищ, ты его знаешь, Радуга, кабриолет Лицо, собирает в помню. основном. Ну вот. И он мне как-то написал, попросил это за такую маленькую сумму, говорит, сделай, говорит, пожалуйста, говорит, мне, говорит, это Супру. Вот. Ну, мы с ним не сошлись. В цене? Ну да, понимаешь, как бы Я понимаю, недооцененный, что кастом, так да, сказать. кастом дорого стоит. Вот, он мне попросил Супра, ну, не сошлись мы, в общем, с ним. А я тогда думал сделать Супру эту и как раз в карту ему засунуть. Ну, ладно, не будем говорить о той Да. сумме, которую вы с ним Да, сошлись. да. Но давай поговорим о вот тех, которые сейчас. В теории, сколько стоит примерно кастом нынешний? Слушай, ну я делал пару раз людям машинки, это в том числе тот же самый Datsun, Мгм. и то это уже второй мой, потому что первый я когда себе сделал, у меня он получился немного неровненький, то есть я человеку продал его, он за 4000 его купил. Вот. А еще делал я машинку, но это была уже на заказ. Я делал Subaru, вот из такой Subaru делал обычный гражданский вариант, и человек у меня купил за 3500. Нормально. Ну да. А если делать типа как РЛК? Ну, чтобы открывался капот. Ой, нет, слушай, открывашки я не делаю, то есть как бы это не совсем не моя тема. Почему никто их не делает? Ну, это, во-первых, заморочки большие, по большому счету, и те, кто
красит, как я, допустим, баллончиками крашу. У меня нету компрессора, хотя мне уже многие говорят, купи компрессор, купи компрессор. Я говорю, не, ребят, говорю, у меня, говорю, есть свой скилл. Я говорю, я крашу баллонами, говорю, мне это получается, и поэтому не надо. Ну, кстати, насчет компрессора, вот в прошлом же видео по кастому, вот у меня даже, Да. там же он показал, что есть компрессор для ногтей, и его, в принципе, более чем достаточно. Слушай, знаешь, я, наверное, из тех людей, кто не экономит на материале, не экономит на какой-то технике. Если я это покупаю, если для себя решил, что мне это надо, я пойду куплю хорошую вещь. Понял. Тебе лучше баллончиком, чем Да. лак. У меня есть балкон, так сказать, и я на нем там, правда, потом отмывать все приходится. Это уж, как говорится, обратная сторона кастома. Да, есть. И обратная сторона коллекционирования. Вот, ребята, вы не видите обратную сторону коллекционирования. Ну, за кадром, вот у меня лично дома просто куча коробок. Ну вот, кстати, да, была такая тема, когда вот я начал только собирать машинки изначально. У меня они лежали все так же по коробкам, по углам, распиханы. То есть у меня не было вот этих полок, не было ни стеллажей. И мне это на самом деле так угнетало вообще. Я думал, блин, ну ты покупаешь машинку, она у тебя лежит в коробке, ты ее не видишь. Ну и потом, когда уже сделали ремонт в квартире, я искал себе какие-то полки. И вплоть до того, что какие-то мебельные там из этих каркасных. Но это было все не то. И вот чисто случайно я наткнулся вот на эти полки из акрила. Они, правда, стоили, ну, негуманно весьма. Но я нашел в себе силы, переубедил себя, что мне это надо. По-другому они смотреться не будут. Ну и вот постепенно сначала купил 2 полки, потом еще 2. И так понеслось. В итоге у меня их 13 полок сейчас по квартире. Хочу разыграть данный сет. Подробнее о розыгрыше смотри в телеграм-канале. Ссылочка на него есть в описании. Также в телеграме часто публикуют другие конкурсы на бесплатные розыгрыши. Поэтому, если любишь халяву, тебе точно нужно подписаться. Так, ну а мы с вами переместились в коридор. Здесь у меня вот такая вот картина из машинок, можно сказать. Потому что с одной стороны у меня одна картина висит, здесь картина с Hot Wheels'ами. Что мы здесь с вами видим? Ну, во-первых, здесь у меня машинки находятся уже совсем по другой тематике. Если там в комнате это РЛК и японская какая-то культура, то здесь уже чисто в основном американцы и какие-то гоночные модели. На верхнем ряду, точнее верхняя полка, здесь у меня представлены модели фирмы Ford, начиная от каких-то эскортов и дальше там, не знаю, какие-то Thunderbird и все такое остальное. Есть машинки, которые не на кастами, а на свапе. То есть вот такие 2 мустанга, они на свапе. То есть я заменил им колеса. Так, мне кажется, будет намного интереснее выглядеть, ежели чем на своих родных пластиковых. Также я иногда, когда делаю свап, я делаю не только замену колес, но и делаю прорисовку оптики, так как многие знают, что Hot Wheels этим страдают, они не рисуют оптики. И машинка выглядит слепая, не имеет никаких, так сказать, каких-то ярких выраженных элементов. Здесь все присутствует. Колеса и прорисовка оптики. Вот данную модель в оранжевом цвете ты не хотел бы сделать? Кстати, да, я буду делать, только не в этом кузове, наверное, а вот такую у меня есть, лежит в закромах Донор. Не красный, а черная из спецсерии. Я буду ее перекрашивать и делать фирменный фордовский оранжевый цвет. Здесь, кстати, вы можете наблюдать, иногда у меня на полках где-то протискиваются мои перекрасы. Это вот такой вот, кстати, Ford, как он называется, я не помню, Galaxy, что ли. Очень интересная, кстати, история с ним произошла, почему он, собственно, оказался в целом на моей полке и вот так вот интересно выглядит. Когда-то это был Ford в ливрее Гульф. Я его разобрал для того, чтобы снять с него колеса. И тушка у меня очень долго лежала, и я уже было хотел ее либо выкинуть, либо я не знаю, что с ней сделать, но купил краску вот такую, и думаю, надо над чем-то затестировать ее, посмотреть, как это будет выглядеть. Ну и не нашел ничего лучше, как взять его под эксперимент. В итоге получилась вот такая вот красивая машинка на самом деле, и мне стало ее жалко
дальше куда-то там ее выкидывать или еще что-то делать. Я решил ее чуть-чуть доработать еще. И она достойно заняла место в коллекции. Вот, Понтиаки здесь, вот тут. Вот Понтиаки тоже, ну, после Вот, Фордов. этот белый мне нравится, на самом деле. Вот этот? Да. Ну, кстати, многие от него плюются, он достаточно такой, знаешь, специфичный. Ну, он красивый только за счет цвета. Если поменять вот эти колеса желтые, ублюдочные, снять с него и поставить хотя бы вот как на этом, вид уже будет совсем по-другому, модель заиграет другими красками. Мне обе нравится. Ну, кому как, на самом деле. Так сказать, на вкус и цвет все фломастеры разные. Да. Здесь у меня вот такие вот птички стоят интересные. Что тут еще? Кстати, не особо люблю я вот такие вот... По поводу птичек. Ты в новом пятипаке видел в Hot Wheels окрасе такую птичку? Когда надпись Hot Wheels Да. именно, не, я наоборот стараюсь их не брать, потому что я все-таки придерживаюсь более классического вида модели. И собираю в основном вот именно в таких вот заводских или как они, более классическом варианте. Да. У меня есть, конечно, парочку машинок, вот, ну, также на птичке вот на Hot Wheels надпись. Также, если посмотреть, здесь Mercedes у меня есть. Где-то, по-моему. А, нет, стоп. Вот такой есть черный Mercedes, у меня, правда, его нету. Это эксклюзивный вариант, когда покупаешь полку, именно оригинальную Hot Wheels'овскую. Там вот такой Mercedes черный с надписью Hot Wheels. Ну, я упустил момент, мне предлагали, но я что-то провафлил эту вспышку, и она ушла. Вот такая машина, да, сейчас вот она есть в серии Elite. А, да, тоже Elite. Вот. Ну, это у меня из диорамы, по-моему, если не ошибаюсь. Была диорама такая, там 3 машинки и автовоз. И вот она из этой коробки попала. Кстати, я ее покупал под кастом тоже. Вот, ну, пока руки до нее не дошли, я решил ее просто на полку сюда кинуть. Пусть стоит, загорает. Когда понадобится, может, возьму ее под работу. Какая модель в твоей коллекции самая дорогая? Сколько она стоила? Самая дорогая. Это получается... Ну, опять же, вернемся к нашим лухари моделям. Нет, это уже не РЛК, это уже конвенция. Это Кобра. Бирюзовая, по-моему, какой год-то? 2022, получается, конвенция 22 года. Сколько взял? Кстати, Шелби Кобра. Брал я ее, слушай, ну мне человек даже помог, он, так сказать, по закупу с eBay мне ее привез, она мне обошлась 15 тысяч. Это сейчас самая дорогая модель в моей коллекции, можно сказать. А сейчас смотрел цены на нее вообще? Нет, сейчас я на нее не смотрел, но могу сказать одно, что я буквально на днях продал вот такой вот Nissan Skyline синий, РЛК. Человек у меня купил за 30 тысяч. В распахе? Нет, запак. Запак. У меня вот они, вот эти вот машинки наверху, которые стоят, они продаются у меня. Вот, и у меня человек купил вот этот Skyline, причем у меня продавался вот такой синий, фиолетовый, хромированный, вон тот 2000-ник. То есть у меня вот получилось так, что 3 вот этих Sky забрали. Ну, не один человек, конечно, за раз, а разные, но получился короткий срок. Причем они очень долго достаточно висели, и вот что-то после Нового года как-то лед тронулся. Какая модель в твоей коллекции является самой любимой? Самой любимой? Ведь самая дорогая это не самая любимая. Ну, конечно. Самая любимая. Слушай, ну, даже, наверное, не знаю. Ну, если там топ-5, если есть. Топ-5. Ну, топ-5, я не знаю. Ну, в первую очередь, наверное, это вот Datsun, который бульварный. Это самый первый Datsun вообще, который был, у них появился. Потом. Ну, конечно, это РЛКшный Мустанг. Что еще? Subaru. Это мне очень нравится. Вот это вот Subaru синенькая. Ну, соответственно, Skyline. Тут можно практически любой выбрать, я не знаю. Они все очень хорошие. Крайние скайлики, которые тоже вот, ну, понимаешь, очень сложно, так сказать, сориентироваться, вот прям выбрать именно что-то. Потому что коллекция не подразумевает под собой, что ты собираешь там все подряд. Ты собираешь именно то, что тебе нравится. А если тебе модель не нравится, ты ее же не будешь ставить
Соответственно, это вопросы бота, так что это вот, поэтому тут очень тяжело сказать. бесчеловечные вопросы. Да, тут очень тяжело. Когда я начал собирать, я говорю, у меня столько было этих машинок, я потом заколебался продавать лишнее, просто я коробками продавал. Так что, да, ребят, если вы начинаете коллекционировать, не надо скупать все подряд, короче. Если вы, конечно, не барыга. Это больно финансово потом выходит. Не, ну в теории можешь с этого заработать, потому что вот я, короче, мне сейчас пишут комментарии под старые ролики. Я иногда захожу так на свой же ролик, типа, начинаю там просматривать какой-то момент, потому что чтобы ответить типа, человеку на его вопрос. И просто понимаю, блин, вот сейчас, в нынешнюю секунду, я бы просто забрал там половину магазина. Потому что смотришь, там типа все крутое. Ну да, есть такое. Так что в теории можно, конечно, набрать, а потом типа продать, но это время должно пройти. Жизнь в коробках, ребят. Жизнь в коробках. Как чебурашка. В коробке. Не будь чебурашкой, да? Как часто ты участвуешь в всяких выставках, ярмарках для коллекционеров? И какие модели, допустим, ты берешь с собой на эти встречи? Слушай, я вообще ни разу не участвовал, но в том году проходила встреча, мероприятие, CI вот это. Ну, в ангаре. Да, в ангаре. И я как-то впервые обратил на это все внимание, и мне захотелось, конечно, выставиться со своими кастомными проектами, но пока нету встреч, как бы запланированных каких-то у этих ребят. Я жду, можно сказать, в теории готовлюсь. Короче, да. В теории ты готов выставить свой кастом? Да, выставиться, показать, рассказать. Пускай будешь продавать их? Нет, продавать нет, однозначно нет. Я могу единственное, что если кто-то решится и договорится со мной, могу сделать что-то на заказ. Но опять же, это будет не глобальная какая-то работа, это может быть перекрас, свап, декали, то есть, что-то такое легкое. То, что можно сделать за день. Нет, за день ты хрен такой сделаешь, все равно. Нет, конечно, ты что? Вот мы же сделали на ролике. Слушай, это разные техники. Это совсем разные техники. Говно сделали, он намекает на это. Нет, почему говно? Кстати, это не говно на самом деле, это достаточно интересный такой метод. Я хотел тоже попробовать, но что-то как-то до сих пор руки не дошли до этого. Метод в чем именно? Метод в том, что, допустим, когда покупаешь краску в аэрозоле, в баллоне, ты не можешь купить такой цвет, который вот он сделал вот этот вот. Хамелеон. Да, хамелеон. Он использовал втирку для ногтей. Вот. То есть благодаря этому ты можешь сделать очень классные цвета. Поэтому это достаточно неплохая, интересная такая методика. Да, 2 года назад, вот последний раз у меня ролик мой вышел про кастом. И вот сейчас я закончил модель, которую уже 2 года пилю, так сказать. Наконец я ее допилил, она у меня уже готовая. Осталось смонтировать ролики, смонтировать видеоматериал, подснять кое-что, и все, я думаю, через пару дней, может быть, у меня на канале он выйдет, этот ролик. Отлично. Но этот ролик попозже выйдет. Так что, ребят, можете уже переходить, ссылочка есть в описании, смотрите ролик. Да, я думаю, что да, он выйдет раньше, наверное. Ну да, у меня, кстати, здесь вот вперемешку немного получается, как я говорил, тут у меня Америка, тут Америка, потом идет... Немцы затесались. Тут у меня гоночные машинки, кстати, вот тоже кастомная модель. Такой вот Nova Gasser или Гессер, как он правильно. Да. Вот такая вот интересная машинка вышла. Свап, перекрас. Такая вот интересная модель. А здесь, смотрю, у тебя типа киношные, да? Вот, DeLorean. Да, DeLorean имеются в ассортименте, что называется. Так, фанаты DeLorean сейчас. Наверное. Так, еще я вижу здесь команда А есть. Да, имеется парочка машинок на пластиковых колесах и в премиум вот такая вот. Многие мечтают, слюнки на них пускают. Такая вот машина. Кто живет в Солнцево, я думаю, по вечерам иногда видят такую машину. У нас, короче, на районе ездит, прикинь. Прикольно. Прям именно вот сама такая же. Прям. Ну, может, там чуть-чуть отличается, но тоже черная, с красным. Ну, честно, выглядит, скажем так, страшненько, брутальненько. Ну, круто. Кстати, это одна из первых премиальных машинок, которая ко мне попала в коллекцию. Вообще покупал я ее вместе с РЛК Мустангом Босс.
Она приехала тогда одновременно. Пародия на STX, STH, кто как называет. Вот. Здесь у нас получается вот такая вот полочка с внедорожниками, с джипами, внедорожники. Также они расставлены по моделям, то есть доджи, джипы, тойоты, я не знаю, кто там еще, сильверады всякие. Вот эти машинки тоже обе на свапе. Их было, кстати, у меня одно время достаточно много, но в меру того, что когда коллекция расширяется, приходится чем-то жертвовать и оставляешь самые интересные для себя машинки, остальные уже уходят либо на продажу, либо еще куда-нибудь. Вот это с мотоциклом сзади, это что такое? Это? Да. Это у нас Chevrolet, по-моему, Silverado, да. Такой Chevrolet Silverado. У меня Hot Wheels такая была? Ну, как видишь, что другие, кроме Hot Wheels, ничего нету. Ну, тут вообще не написан какой-то год. Не знаю даже. Ну, судя по тому, что тут находится мотоцикл, это достаточно такой старенький выпуск, потому что в новых уже они шли, вот они, кстати, без мотоциклов. И, не знаю. Я завтра за это поеду. За этим? Левей. Это? Да. В смысле за ней поедешь? Покупать что ли? Да. Мне надо как раз последнюю в коллекции. А у меня такая в продаже тоже валяется. Не. Да? А почему? Я не знаю. Скажи, почем ты берешь, а там решим. Вот такая вот Toyota, кстати, очень понравилась мне, когда она вышла в Мэйне в этом. Я поставил ей вот эти вот колесики резиновые, беленькие. Мне кажется, смотрятся гармонично вполне. Подрисовал еще и оптику немного, вот ПТФ-ки добавил. Ну, в общем, машинка заиграла по-другому. Здесь у меня представлены гиперкары, всякие суперкары, то есть это Lamborghini, Агейры, Макларены, Феррари. Кстати, в достаточно большом выборе, то есть их тут вот. Это Lamborghini такая вот в чейзе, я знаю, есть, но мне она, к сожалению, не досталась. Я покупал тогда коробку целую. Но, увы, и ах, имеется. Кстати, а чейз, их там 2 чейза будет, либо одна? В смысле 2 или 1? Ну, смотри, ты берешь коробку, где 10 моделей. Тебе там чейз один попадается, либо 2? Ну, в лучшем случае 1. 2 тебе точно не положат. Это будет слишком жирно. Да, я 2 СТХ нашел, нормально. Повезло тебе. В одной коробке 2 СТХ? Не, в 2 коробках. Точнее, из 3 2. Вот такая вот на свапе тоже, кстати, смотрите. Жирненькие колесики сзади, тэшки. Сняты, кстати, эти колеса вот с такого Porsche RVB. То есть это оригинальные ХВшные колеса. На оригинальном ХВшном Мэйне. Ну, тут на самом деле в коллекции у меня очень много машинок, которые претерпели свап колес. Здесь у нас Porsche. Porsche в большом количестве тоже имеются. Audi, Volkswagen, Volvo. Ну, в общем, так сказать, каждой твари по паре, что называется. Один из моих любимых производителей американских машин — это вот Dodge, Chevrolet Camaro. То есть вот эти вот два таких вот производителя, которые мне очень нравятся. У меня вот в большом количестве стоят Dodge Challenger разных расцветок. Считай, один ряд 10 штук и плюс тут 16 или 17 штук у меня их вообще. Вот эти чарджеры. 2 из них на свапе также. И 3 премиальных. 2 из форсажа. Ну и Camaro. Опять же, один перекрас затесался. А вот открывашка это что там? Открывашки это, если я не ошибаюсь, по-моему, из серии 100%, по-моему. Не те, которые 100% в отдельных таких вот красивых боксах, а была другая спецсерия в блистерах таких. И там были вот такие вот разные машинки с открывающимся капотом. То есть у меня есть вот Mustang, 1, 2, Camaro, кстати, у меня где-то здесь имеется. Вот он, Camaro тоже. И что-то у меня еще было, сейчас так не найду навскидку. А, вот. Cougar. Кстати, Cougar очень... А это Main.
Это Мэйн с открывашкой? Да, это древний Мэйн с открывашкой. Покажи. Сейчас. Я сам удивился, когда первый раз его увидел. И причем с металлическим... А, нет, дошка пластиковая, но капот открывается. Это олдовый, так сказать, этот мейнлайн с открывающимся капотом. А вот тут, кстати, металлическое дно, и это тоже считается мейн. То есть вот два мейна, ну, по сути, они разные. И тоже капот открывается у нее. Вот такие вот две интересные модели. Прикольно. Угу. Вот такой, кстати, тоже очень интересный экземплярчик. Кугар называется он. Тоже имеет открывающийся капот. На резине, металл дно. То есть все, так сказать, чинно-благородно. У меня их всего тут парочку имеется. Один прем, две вот таких мейна на пластике. Это, кстати, тоже мейн когда-то был. Представляешь? Вот раньше вот такие мейны были. Металл дно, открывающийся капот. Она, она, кстати, по-моему, такая машинка, если не ошибаюсь, была даже СТХ. Извините. Учимся, да? Да, учимся говорить правильно. Переучимся. По-моему, СТХ такая была, если не ошибаюсь. Как ты, выбираешь модели и по каким критериям? Выбираю модель. Слушай, учитывая то, что я собираю в основном это GDM тему, то есть тут, скорее всего, я смотрю, если взять тот же самый Skyline какой-нибудь там 34-й, поскольку их уже достаточно большое количество, то тут уже смотришь на то, как она раскрашена, какие у нее колеса. То есть бывает такое, что даже несмотря на то, что это Skyline 34, но выглядит он просто паршиво. Из разряда, как вот это сейчас сделали, оранжевый, который... Да. Слушай, конечно, да, такой, знаешь, он какой-то кринжовый, но для общей массы вполне, в принципе, я думаю, он подойдет мне сюда. Тем более, у меня есть пока еще свободная ячейка. Я его впихну. Пусть стоит. Не, в принципе. Еще Супра у тебя есть, кстати? Супра наверху выше. У меня было их больше, Супра, если взять 80-й, по-моему, кузов, если я не ошибаюсь. Их было больше у меня, осталось только 3. Потому что остальные были такие паршивые. Вот они, Супры. Все вижу. Вот. Были мейновые, которые там зеленые, вот это с желтыми стеклами, она просто, это фу, прям. Когда на тот момент она только появилась, конечно, я ее взял, Супраш. Понятно. Да, вот. Это вот из той темы, когда ты хапаешь, а потом фу и продаешь. Вот, понятно. Осталось. Так, какие модели для тебя имеют какую-то историческую либо личную ценность? Это не Hot Wheels. Не Hot Wheels? Нет, это Matchbox. Давайте тогда Matchbox. Так получилось. История не совсем, конечно, такая позитивная. В общем, суть такова, что когда я был еще ребенком в школе вообще, я как собирал, знаешь, там на завтраке давали денежку, ты бежал в магазин, покупал вместо булки себе машинку. Тогда Hot Wheels я вообще не знал про них, про их существование, а Matchbox увидел. Я покупал матчбоксовские машинки, собирал так постепенно. У меня была уже такая достаточно неплохая коллекция, их собралась. И у меня был старший брат двоюродный. И я как-то к нему приехал, а он тоже коллекционер. Вот. И он говорит, давай, мне, выкупил, в общем, у меня. Потому что он знал, что я их раздолбаю в итоге все равно. Ребенок, чего? Понятно. По сути, отнесся как стандартный старший брат к младшему. Да. И он у меня, собственно говоря, их выкупил за определенные какие-то копейки. Я тогда ребенка не разбирался, купил, продал, пофигу. И получилось так, что случилась трагическая ситуация. Вот буквально перед Новым годом брата не стало. Вот. И его коллекция, так сказать, перешла ко мне. И то есть машинки из моего детства пришли сейчас обратно ко мне. Который он тебя выкупил? Да, он, так сказать, все это время их сохранил, и вот так получилось, что вот они теперь у меня. Трагично, конечно, но прям поэтично, как говорится. Да, к сожалению, вот такая вот жопа бывает. Как ты оцениваешь свою коллекцию Hot Wheels по шкале от 1 до 10? И что бы было, что бы ты добавил в коллекцию, чтобы она была, допустим,
На 10 из 10. Такой вопрос прям, слушай, как я ее оцениваю. Ну, понимаешь, даже любой коллекционер того же самого там мейна, он может считать, что у него вау-коллекция. Ну что, так скажи. Ну как ты оценишь? Здесь вопрос к тебе, Слушай, а не ну... к другим. Вот именно по себе. Вот, допустим, твоя коллекция, твои критерии. Ну, если сейчас вот так расценивать, в принципе, я своей коллекцией весьма доволен. То есть у нее нету какого-то мусора. То есть я его весь отсортировал, весь отсеял. И у меня сейчас действительно как бы модели те, которые мне прям вот нравятся. Поэтому, наверное, даже на 10. Я думаю, что коллекцию можно отнести к каким-то более, так сказать, коллекционерам профессионального уровня, что ли. Не знаю. Наверное, так. Даже 10. Ну, и да, думаю, что да, на 10. Прикольно. Это круто. Конечно, у меня и мейн тут тоже присутствует, но извини, у какого коллекционера нету мейна, тем более, если он хороший. Ну, в принципе, да. Ну вот. А если мейн еще и подсвапнутый и подрисованная оптика? Ну, в принципе, да. Если так, то почему бы и нет, как говорится. Ну да, конечно. Ну, а так, что бы ты еще мог бы добавить, чтобы, не знаю, там, на 11 из 10, типа. Добавить, но это только если, когда будут выходить какие-то новинки. Как сейчас Да. вот выходят новинки, ты коллекцию пополняешь, и вот, например, если у тебя есть определенная ниша уже там машинок, да, она занята у тебя, и ты уже начинаешь отсортировать из этого. Убирать Лучше, что-то лучше. менее, так сказать, симпатичное для тебя, и ты понимаешь, что вот эта новинка, которую ты купил, она лучше, и ты начинаешь уже вот менять одно на другое. Думать, Да. Что же оставить. Да, и вот это вот начинаются вот эти вот качели, которые не всегда, так сказать, приятные на самом деле. Хочется и Ну, то, и это, это, говорится, другая сторона коллекционирования. да, начинаешь уже выбирать. От себя, ну, слушай, наверное, знаешь, что, ну, это, наверное, сугубо, так сказать, каждого желания. Допустим, когда ты покупаешь модель, просто, ну, не надо ее собирать в блистерах. Ну, ты собираешь в блистерах. Ребят, вы покупаете машинки для себя, не надо там, знаешь, как вот некоторые, типа, а если я ее продам потом? Она же в цене упадет. Да ё-моё, ты ее купил сейчас, ты испытывай удовольствие от того, что ты ее купил, и кайфуй сейчас, а не когда-то там кто-то за тебя покайфует, откроет ее. Открывай, щупай, катай, трогай, поставь. Но единственное, что всегда как бы, ну, старайся машинку обезопасить от пыли. Были у тебя там вот в одном ролике, я там смотрел, товарищ один, я вот смотрел и плакал просто. Знаешь, вроде коллекция большая, хорошая такая, знаешь, есть интересные модели, но когда он достает и с нее вот так вот пыль стряхивает, я просто думаю, твою мать. Ну, там на самом деле ролик был спонтанный, я не подготавливал, все как есть. Ну да. Вот, поэтому, Ну, ты увидел то, что увидел. поэтому, ребят, если есть возможность, как бы покупайте хорошие модели, вскрывайте, кайфуйте и наслаждайтесь. Ну, смотри, по поводу, давай я типа, внесу свою лепту, короче. Я просто любитель именно общей концепции. Ну да, кто-то... Упаковки, да. Но вот меня, знаешь, что раздражает? Ну. Вот те, кто, короче, купили модельку, вскрыли, такие, и сразу как будто ее на Авито несут. Зачем? Просто. Вот есть такие люди, которые, знаешь, просто... Я кайфанул, все. Типа, малазийский дух понюхал, так знаешь, и просто сразу на Авито, типа, о, продаю. Вот это я вообще не понимаю, типа. Ну, из-за ряда ты по факту купил, да, такой, типа, открыл, не знаю, может, у них, типа, они кайфуют чисто от открытия. Не знаю. Ну, это тоже странно, короче. Типа, вот это меня, вот, я вот этого не понимаю. Ну, кстати... Я понимаю, вот, да, вот, если как у тебя там, ты открыл, поставил, она у тебя интерьер комнаты дорабатывает, у тебя глаз радуется, туда, окей. У меня, вот, допустим, самого, типа, некоторые модели я вообще в комп поставил. Куда? В компьютер. Это как? Ну, у меня компьютер весь светится, короче. Ты в системный блок, что ли, туда? Поставил модельку, типа, открытую. И смотрится прикольно, она там, у меня этот, как раз мне вот прошлый коллекционер из ролика закастомизировал, типа, Теслу, там писал Lotus, и я вот поставил в компьютер, и у меня там все радужно вот этим NVIDIA, типа, вот эта подсветка светится. Сейчас хочу поменять, типа, у меня есть чуть-чуть мятенький киберпанк Porsche. Вот я думаю поставить его туда, я думаю, он там будет еще круче смотреться. Ну, вот, кстати, я вот сегодня с утра успел сбегать на почту, получил там пару посылочек, поэтому мы, может, попозже подснимем, что мне пришло, и как бы я прям открою, покажу, то есть, да, прям распаковываю и покажу, что как можно вскрывать модель, как бы, чтобы потом, если что, и сохраняешь карту, ну, конечно, единственное, пузырь целостность нарушается, но тем не менее, все равно ты можешь обратно запихнуть
и продать кому, если ты так хочешь. Да. Вот. И теперь, так сказать, сервант Лухари. Здесь находятся у меня модели формата TrueScale. Конечно, кто-то скажет, что это не True, кто-то True. У каждого это понятие разное, потому что кто-то собирает TLV, считает это прям вышка, кто-то мини, кто-то, не знаю, Time Micro, кто-то собирает Inno. То есть, ну, у меня здесь такая небольшая сборная солянка получается. Давайте я вам покажу кое-что. Начнем вот с этой полки. Здесь у меня находятся, во-первых, диорамы. То есть диорамы я сейчас покупаю пока хаотично, они вот так вот расставлены у меня. В дальнейшем у меня в планах это все как-то вот на каждой полке объединить и сделать такую небольшую сценку. То есть надо будет докупить какие-то материалы. Те, кто занимается изготовлением диорам, те понимают, о чем я говорю. Но про машинки. Вот, например, вот такая вот модель. Это от Mini GT Kaida House. Она очень классно выполнена. Она имеет вот такой вот открывающийся капот. То есть там проработан даже двигатель. Отличные колеса, отличная детализация. Машинка получилась очень даже приличной. Также имеются такие фирмы, как у меня. Это, по-моему, Time Micro, если я не ошибаюсь. Может быть, и не Time Micro. Сейчас могу ошибиться. Или PG, или EG, как-то так, в общем. Плохой коллекционер, который не знает названия фирмы, не знает истории каких-то. Но, тем не менее, машинка выполнена тоже очень-очень неплохо. Имеется классная детализация, вот такая, всякие фендеры, сплиттеры. То есть, ну, в отличие от Hot Wheels, вы сами видите, какие у них. И, кстати, цена у них, если брать те же самые какие-то РЛК или там премиум модели, то они практически находятся в одном ценовом сегменте. Но качество детализации сами видите какое. Поэтому как бы было такое принято решение собирать TrueScale. Здесь у нас также находится Mini GT, Mini, вот опять же от Kaida House, грузовики, автовозы, не помню сейчас фирма, но у них все детали подвижные, кабина откидывается, также работает система подъема, опускания вот этих всех вот трапов или как они там называются. Вот такая вот Subaru недавно ко мне приехала. Это от TLV. Очень приятная машинка. Единственное, что мне не понравилось, когда я, помню, ее купил, это вот пришлось приклеивать отдельно вот эти рейлинги. Почему нельзя было это делать сразу на заводе, ну, не знаю. Непонятно это решение их. Они типа в комплекте пришли? Отдельно? Да, в комплекте были. Нифига. Вот. Вот такая вот классная тоже слива. Я помню, хотел закастомить и сделать тоже в таком обвесе. Ну, и как бы такое желание такого не потерял, но тем не менее у меня вот есть наглядный пример, чтобы сделать что-то подобное из Hot Wheels. Ну, здесь у меня просто хоты накиданы так пока вот временно, чтобы забить чем-то диораму. Вот такой вот бензовоз от, по-моему, Majaret, если я не ошибаюсь. Да, Majaret. Это достаточно такая олдовая машинка. Ей уже много лет в обед. Но, тем не менее, такая интересная. Внизу у меня находятся другие модели. Здесь у меня находится в основном Inno 64. Mini GT здесь немножко. Вот эти, по-моему, Mini GT, да. В основном это все уже Inno 64 идет. Также здесь установлены диорамы от производителя Magic City. Ну, такие классные диорамки. Лучше я пока еще ничего не встречал. Вот такие две машинки очень-очень классные. Мне понравились. Особенно вот эта вот Silvia 14. Выполнена она из смолы. Сделана по настоящей оригинальной машине. И выполнена очень круто на самом деле. Стоит она, правда, не гуманно, но зато есть за что. Очень классная машинка, очень доволен ею. Очень люблю скайлайны. 34-ки всякие. По-моему, 30-й кузов или 31-й. Точно не помню. 30-й. Да, вот в таком 30-м кузове. Ну, Porsche, BMW, скайлайны, GTR, Lambo. Ну, как-то так. Здесь у нас тоже диорамы от Magic City.
АвтоВОЗ Акрос. Фирму тоже сейчас не помню. Вот такой вот АвтоВОЗ имеется. Точнее, эвакуатор. У него все части подвижные. Также получаются. Платформа снимается. Вот она вот как-то так вот там работает. Сейчас боюсь что-нибудь повредить. Вот так вот она скидывается. Да, она съезжает. Здесь просто сейчас стоят эти стопора, чтобы моделька не сваливалась. Вот так вот все это работает. Ну, не знаю. Как-то, ну, можно пускай пока так стоит. Вот. А вот велосипед стоит на машине, это сам делал? Нет, ты что, это Ино 64. Кстати, да, хорошо, что подсказал. Вот такая вот интересная машинка. Это Сильвия F14, по-моему, или 13, если я не ошибаюсь. По-моему, 14 в обвесе Rocket Bunny. Вот они полностью меняют ей морду. И получается вот такая вот интересная модель. Велосипеды снимаются здесь. То есть при желании их можно снять и поставить отдельно рядом. Внизу у меня находятся диорамы от G-Fans. Это недавно они приехали. Это их новинка. Вот такой вот автосалон Porsche. И Apple телефоны там всякие. Ну, знают, можно не рекламировать. Да. Запрещеночку. Да, это уже такое-то. Как его называется? Это не запрещенка, а как по-другому-то. Да, санкционка. Тут также вот установлены модели, ну, в тему Porsche. Это вот все машинки от Mini GT находятся здесь. Здесь уже есть Ino, да. Все диорамы, кстати, подсвечиваются. Ну, сейчас они не запитаны, то есть показать я вам этого не могу. Но в дальнейшем, когда уже картина вся закончится у меня, выстраивание, все это будет включаться одним рубильником и будет все светиться. Докупятся человечки, всякая такая вот лабуда. И будет красиво. Ребят, в этом видео я диораму показал со всех сторон. Но остался еще один способ. Сейчас мы посмотрим на диораму от первого лица. Как будто бы мы на машине на ней ездим. В этом нам поможет камера, а именно машинка на пульте управления с камерой. Да, уже и такое сделали. Машинка размером почти как Hot Wheels'овская, ездит по диораме, снимает и вам все показывает. Данную модельку вы можете приобрести по ссылке в описании. А именно на AliExpress данный товар доставляется в любую точку России. Приятного просмотра! Здесь, как вы можете наблюдать, у меня отдельный стеллаж, на котором находятся кастомные работы, то есть модели выполнены мои вручную. Также они у меня представлены как в видеороликах на моем, кстати, YouTube-канале. Ссылочка будет к этому видео. Можете пройти посмотреть. Конечно, не все машинки там есть, но самые интересные там присутствуют. И сейчас, кстати, буквально там через пару дней, наверное, ну, на момент записывания этого ролика, через пару дней я выложу новую работу вот про данную модель. Пока не буду ее показывать вам, чтобы вы тут не увидели. Уже сфоткал, ну ладно. Вот. Эта машинка должна была быть, конечно, немножко другой, но в ходе работы планы изменились, и она стала такой, какая она тут сейчас присутствует. Я вам сейчас покажу кое-какие машинки, некоторые, которые не вошли в ролики на моем канале. Это, например, ну, они простые, элементарные, но в то же время они выполнены очень так интересно на самом деле. Вот такой вот легендарный Mercedes 124, если я не ошибаюсь. В зеленом вот таком цвете. Вот если посмотреть, кстати, колеса. Это печать, 3D принтер. Там суппорт находится, отдельные детали, которые неподвижный. Фитмен, все дела, все как должно быть. Это вот самая первая модель, которая у меня была выполнена на моем канале. И в целом, с чего началась, так сказать,
моя индустрия кастома. Такой вот Datsun. За основу была взята это 510-й Datsun из серии фаворитов. Запилен, выпилена крыша, сделано расширение. Ну и, собственно, вот такая вот проведена глобальная кастомизация по нему. Да, кстати, на видео, когда вы будете смотреть, там стоят другие колеса. Я уже успел поменять их. В дальнейшем у меня по этой машинке я еще хочу сделать декали оптики. Они у меня уже есть, просто пока еще руки не дошли как-то. Вот, заменил я остекление. Ну и, наверное, все. Больше никаких изменений не было по этой машинке с момента видео. Но машинка получилась очень интересная на самом деле. Так, можешь перечислить, что именно здесь сделано? Что здесь сделано? Ну, в первую очередь, как вы видите, она стала тарго. То есть крышу я спилил, убрал спойлер, который все так плюются от него, скамейка бабушкина. Полностью обвес, то есть передний бампер, пороги, зеркала. Выполнены вот эти детали отдельно. Выхлоп, ну, покраска, декали, салон. Каркас такой вот выполнен из скрепок. Но, тем не менее, он есть. На мой взгляд, вот из всех этих машинок, которые я сейчас выполнил, ну, как мне кажется, хоть я и большой фанат японской культуры, но мне очень понравился вот этот вот Мустанг. Как на мой взгляд, он выполнен лучше всего. Во-первых, у него очень интересный цвет. Окраска вот такая вот, она с переливом. Сам обвес выполнен очень-очень аккуратно достаточно и необычно. Перелив в оранжевый, да? Да, тут бралась красная база, ярко-красная, а сверху покрывалась оранжевым перламутром. То есть такой этот биндер, он покрываешь, и он потом получается вот такой вот отлив. Хочешь прикол? Ну. У меня Биби так покрашен. Да? Ну, там не такой оттенок, когда она чистая. Ну вот если посмотреть вот так вот, в принципе, я не знаю, видно, нет? Вот. Знаешь, если после видео включу. Ну. Здесь я вам хочу показать работы, которые находятся на стадии, ну, так сказать, какие-то на стадии завершения, какие-то еще в глубоком процессе. Здесь в целом находятся все инструменты, которыми я работаю, то есть покраска, то есть баллончики, которые я использую. Также какие-то подставочки, ножнички, такие уже все закрашенные, все замыленные. Ну, это не так важно. Здесь это чемоданчик с покрасками, с кистями. То есть такой вот. Кто из женщин косметички носит, у меня вот такая своя косметичка имеется. Вот такой чемоданчик с колесами. Такие вот колесики у нас имеются. Все на резине? Это все резина, конечно. То есть какие-то были сняты уже с других премиальных моделей, какие-то заказывались отдельно. То есть, ну... Это с коляски, да? Я угадал? Нет, я не знаю это вообще откуда. Типа большие. Не знаю, это скорее всего от ТТшек, Тим Транспорт, которые были. Я, короче, взял вот эту машинку из истории игрушек. Мне сказали, о, свап на коляску. Так, если там у нас колеса были Hot Wheels'овские, вот, оригинальные, то здесь уже более премиальная такая серия идет. Это вот такие вот Custom 1.64. Имеют уже суппорт отдельно. По чем ты их брал? Это вот по $15 за комплект. То есть их вот такое вот здесь вот количество у меня разническое. То есть тут на любой вкус и цвет, что называется. Там есть ворки 0,3? Слушай, наверное, такого тут нету. То есть тут, наверное, знаешь, они делали как бы такой дизайн. Да, ну что-то похожее, наверное. Ну, нету конкретных каких-то моделей, которые называются так или иначе там, с оригинала. А здесь уже колеса, которые печатались на 3D принтере, которые я показывал вам на Мерседесе. Вот они у меня установлены вот такие. Только здесь они бронзовые, а там серебристые хранили. То есть вот такие вот они. Вот такие колеса на Мерседесе стоят. Это вот печать на 3D принтере. Очень, кстати, доволен качеством исполнения этих колес. Мне они очень понравились. Единственное, что в установке есть заморочки свои определенные. Но зато эффект
достигается очень такой реалистичный достаточно. Чемоданчик. Чемоданчик с 3D-печатными деталями. Здесь у нас имеется полностью обвес на 34-й Skyline, который будет в дальнейшем установлен, и также снят видеоролик на моем канале. Можете потом все посмотреть. Такая вот штука. Очень интересная. Пока не знаю, как ее применить и куда. Двигатель? Это, да, это база. Два двигателя. Да, база с двумя движками, с нагнетателями. Ну, то есть тут лютая вообще дичь такая. Это надо думать, куда это все применить. Ну, что-нибудь мы с этим придумаем. Здесь находятся спойлера. Такие вот всякие спойлеры. То есть тут все, бампера. То есть это все вот, так сказать, готовые детали для кастомизации ваших моделей. Пока твоих. Ну, пока моих, но тем, кому эта тема интересна, те могут сами печатать или где-то заказывать и делать хорошие, интересные работы. Декали. Куча всяких декалей. Кстати, на Супру, на форсажную. Угу. Вот такая декаль, да, стоит будет примерно 350 Ну, где-то рублей? 350 рублей, да, вот такой вот комплект декалей. Здесь вот это вот. За столь короткий промежуток времени, сколько я этим занимаюсь, я уже достаточно много всего и приобрел, и нашел контактов интересных, кто это все может делать, поставлять и так далее. Также имеются вот такие еще колеса. То есть, ну, в моей кастомизациях, в моих работах достаточно обширный такой большой выбор колес. Это Карлома фирма. Единственное, их не косяк, ну, даже не знаю, не косяк, это, наверное, недостаток, я бы сказал. Они по размеру меньше, чем оригинальный Hot Wheels'овский. Если Hot Wheels это десятка, то здесь получается где-то восьмерка, наверное. 9,5 это вместе с резиной толщина. Но и то я очень сомневаюсь, что это 9,5. Вот такая вот резина к ним подходит. Специально продается, чтобы увеличить размер. Вот они пишут до 10,5. Но все равно до десятки, мне кажется, они не дотягивают. Также я заказывал когда-то колеса вот от таких вот ребят из Малайзии, мне кажется, или Индонезии, не помню. Sakura Model. Еще так и не применил. Но, тем не менее, они у меня есть, и они будут в ближайшем будущем, я надеюсь, установлены куда-то. Также я покупал колеса с Алиэкспресса. Это моя боль и боль всех кастомайзеров, которые пытаются их поставить. Они встают очень тяжело, и выставить их ровно, чтобы они не люфтили, не болтались, это надо приложить очень большие усилия и усидчивость проявить. Поэтому я их использую очень-очень редко. Такая решетка сделана. То есть те, кто знает оригинал данной машинки Hot Wheels, у нее слепая морда. То есть там нет оптики, а просто какие-то там имитации крышек. То тут уже вот установлена вот такая вот решетка с фарами. Колеса. Ну, колеса пока накинуты так, рандомно, можно сказать. Может быть, будет что-то другое. Здесь Subaru. Я уже знаю, что у нее будет. То есть она ждет своего звездного часа, так сказать. Эту машинку я делаю своему хорошему другу одному в подарок. Правда, я со сроками опоздал. День рождения у него уже прошло. Но... Ну, на будущий год. Да. Нет, на будущий год нет. Он сказал, что, говорит, 40 лет, говорит, не отмечают. Поэтому, говорит, давай, говорит, сейчас. Я говорю, окей, сделаю, говорю, отправлю тебе. Будет красивый, хороший мустанг с декалями, все как полагается. Та-дам! Вот такая вот у меня здесь полочка имеется. То есть, когда мне что-то хочется выбрать и что-то сделать, я лезу сюда, достаю нужную себе модель и ее уже пилю, курочу. В том числе вот такие вот сивики у меня стоят тоже. BMW, сливы, Mitsubishi. Ну, короче, премы тут тоже имеются, поэтому не щажу, не жалею никого и ничего, если надо сделать тот или иной интересный проект для себя. Ну, за это результат будет еще круче, да? Ну, вполне, наверное, возможно. У нас есть бонусный такой вот материальчик. Я сегодня получил 2 посылки, как я говорил, наверное, может быть, ранее сегодня об этом. Мы сейчас с вами посмотрим, что мне сегодня приехало. Что-то как-то намотали нормально. Вот такие вот 2 Мерседеса приехали. Давно я их хотел. Жаба меня душила, конечно, платить за них такие деньги. Там многие продают их от 2500, но тут мне просто повезло. Я нашел за 2000 за модель.
и решил сразу 2 штуки взять. Одну я пущу в распак сразу, поставлю на полку, а вторую пока засолю, может быть, и это будет какой-нибудь будущий кастомный какой-нибудь проект, посмотрим. Вы мне тут вот такой приятный бонус кинули в виде наклеечек каких-то. Такие вот наклейки. А, вот видишь, какой продавец ответственный. Вот, а здесь уже... Вот такой вот ответственный продавец. Запаковал скотчиком. Ну, знаешь, под холодно. Да. Такая вот Chevy Custom Nova. Отличный экспонатик такой. У меня есть в сером цвете, тоже бульварный. Вот зелененькая теперь появилась. А тут у нас Subaru. Тоже вот такая вот интересненькая, серебристенькая. Тоже давно ее хотел себе. Когда сет только вышел, я прям загорелся. Но опять же, в меру того, что работают перекупи-перепуки, цены, так сказать, растут как на дрожжах. Ну, а это Toyota Celica, у меня такая уже имеется. Я просто ее хапнул, так сказать, тоже под кастом. Я хочу сделать из нее раллийную версию, кастроловская. Будет такая белая с декалями Castrol. Кстати, вот тем, кому интересно сохранить карту и в дальнейшем запихнуть модельку, вот берете вот так вот лезвицу, прорезаете аккуратненько. Можешь машинку задеть. Нет, ну я кончиком прям вот так вот ювелирненько все это делаю. Вот так вот подрезали. И вот так вот. Опа. И все. И вот оно вам счастье. Вот такой вот мурзик. Ого, какой красивый. Так, единственное, что придется ее чуть-чуть полирнуть, наверное. От блистера вот остались эти отпечатки какие-то неприятные. Кому интересно посмотреть что-нибудь про кастом, переходите на канал. Да, буду рад Ссылочка видеть. будет, естественно, в описании, но это мы уже говорили несколько раз. Да. И там будет полезная информация. Также я тебе дал идеи, надеюсь, ты Мгм. их реализуешь, потому что все-таки хотелось бы найти какой-то обучающий материал, потому что, ну, по Да, я касту думал об этом, да. он, конечно, есть на Ютубе, там все его видели, но на многие контент, скажем так, очень сложно смотреть. Качество Да, желает поэтому, лучшего. да, хотелось бы сделать что-то крутое. Вот я всех тогда стимулирую делать контент, так сказать, нам, скажем так, потребителям контента Hot Wheels хочется больше интересного контента. Надеюсь, ты нам тоже с этим поможешь. Обязательно. Вот, поэтому- Спасибо тебе, Дмитрий, за уделенное время, за то, что приехал ко мне в гости. Я в честь этого хочу сделать тебе подарок. О. Просто подарить. Супер. Вот. Благодарю. В знак уважения и за уделенное время. Клево. Так, ребят, данная модель как раз у меня из этого сета последняя, которую я не смог приобрести. Скажем так, по своей глупости в свое время отказался. Потом, говорится, начал жалеть. Вот даже, на самом деле, завтра уже планировал ехать, забирать. Но, походу, придется отменить покупку. Да. Ну, лик придется тоже взять, короче, потому что, не знаю, человек тоже представляет неохота. Самое большое тебе спасибо. Да, не за Респект. что. Так сказать, на память. Круто, круто. Ну все, наверное. До новых Все, встреч. да. Всем пока-пока. До свидания.